Я хочу протянуть ее по верху. Наверное, это очень нестандартно. Я не видел, чтобы так кто-то делал. Ну а что делать, мы опять же все обговорили с хозяином. И термосифон поставим здесь. Термосифон я купил у знакомого вообще за 30 евро. Он там менял в квартире. Так что тоже выгодно. При том, что термосифоны в магазине, покажу, я там тоже сделал фотки, такой бы стоил 150 евро, 160. А еще краники, а здесь еще и краники, а там все это еще купить, еще 25 евро было бы. То есть бэушное можно здесь покупать, тем более оно вообще не ржавое, не старое, ничего. И иногда старое еще и лучше, чем новое. В общем так, крутимся, вертимся. Ну, в этом углу я купил вот такой вот крантик для выпуска воздуха. Как бы там, по идее, должен скапливаться воздух. И в чем риск вот так вот делать, что может, если этот воздух не выйдет и не поставит этот крантик, будет вот это вот бульканье постоянное. Посмотрим, тоже проэкспериментируем. Подписывайтесь, не забывайте, чтобы не потерять канал. Знаете, хочу поделиться с вами одной такой странной вещью, для меня новой. Ну, скажем, я не какой-то там блогер с опытом, и я учусь, но я сейчас подошел к такому моменту, что я устал от болтовни, от общения, тем более, что появляется, ну, больше каких-то вопросов у людей, звонят, спрашивают, общаюсь. Да, с одной стороны, оно интересно, но когда какой-то переизбыток, ты как будто выгораешь, ты как будто
что-то в тебе высасывают то ли энергию, то ли с тебя что-то происходит странное такое, непонятное чувство, я к нему не привык. Ну, такая вот интересная штука. И я иногда за некоторыми блогерами, начинающими, тоже замечаю. Вроде они нормально идет. А потом они какие-то странные становятся. Какой-то бред несут. То как будто уже не знают, что болтать и что снимать. Так что вот иногда, да, хочется просто помолчать. Пистолетом удобнее чуть-чуть работать, и потом все-таки пена как-то сохраняется лучше. Ну, единственное, что надо постоянно в конце работы все это мыть и чистить. Не хотелось сильно штробить эту стену, чтобы углублять трубы, да и хозяин сказал, да так оставь, в пенопласт утопи и все. Но я боюсь, чтобы трещины не вышли. Посмотрим. Вы как думаете, выйдет, не выйдет? Ну, кто смотрел, тут куча мелочевки всякой было, с которой я начал. Ну, это одна из таких последних серьезных работ, но остальное буду заниматься уже стенами. В следующем ролике покажу. Сейчас мне надо будет подключиться, причем показываю вам. Здесь, видите, предусмотрен был еще один термосифон, его просто не поставили при строительстве дома. Ну, сегодня я этим займусь. Но, чтобы не резать пол и провести термосифон вот туда, где он должен был бы стоять, я пустил поверху. Все у меня сейчас в таком состоянии. Мне осталось только срезать вот эту планочку, потому что мне надо здесь будет сделать вот эти повороты. Мне немного неудобно, если я ее срежу, тогда я ее потом просто вставлю, когда это все соединю, и все. Итак, слил воду. Ну,
Видите, как эта работа? Когда ты просто делаешь, ты просто подсоединяешь. Когда ты что-то переделываешь или доделываешь, как бы двойная работа и трата времени. Вот столько воды вышло. Надо теперь подсоединиться сюда и сюда. Здесь, опять же, если стравил воду отсюда, можно было поставить краник для удобства. Тоже никто здесь не подумал. Обычно тоже уже готовые эти продаются рейки с краниками. Нет, поставили по минимуму, тоже сэкономили. Что еще интересно, что я не могу вот эту открутить сейчас. Здесь у меня есть какой-то ход, а здесь нету. Тын-тын-тын, все, я уперся. Либо очень тонкие надо зубцы, либо надо открутить, начиная с этого, все, а потом опять закрутить новой вот так вот. Вот такая вот немного жопа. Короче, истерику я прекратил. Купил я такую штуку, удлинитель. И смогу дальше спокойно работать. Здесь она не поместится и все будет по-человечески. Конечно, следующий гидравлик, который придет, скажет: о, что за специалисты работали. Но такой ход мысли, что я сделаю, по-другому никак. В общем, делаю дальше, хотите, смотрите, кому интересно. Видите, поставлю эту сюда, такую же, как штуку эту. Здесь поставлю заглушку, здесь подсоединю, все, до свидания. А это так и останется умирать. Все, поехали. Так, все, супер. Ну и можно еще эту закрутить. В общем, она на резинке. Ничего там с ней проблем не будет. Все, дальше. Иван мне мешает. Закручиваем здесь. Блин, это мешает. Бить нахер. Кстати, здесь надо потом то ли запенить, то ли шо. Вот так вот вообще. В общем, такая у меня конструкция получилась. Теперь все это можно прикрутить. Опять же, важно не перепутать, где подача. Видите, все подписано. Это возврат, это подача. Все это плюс-минус так. Ага, теперь надо это как-то... Я для этого здесь вырезал, чтобы оно мне давало возможность заходить, выходить. Но, скажу, закрутить все равно остается проблема. Потому что, да, здесь удобнее было работать, чем здесь. Потому что эти трубы мне мешали этой трубе. А здесь у меня свободно было. Здесь я выиграл. Но закрутить, не знаю, посмотрим, сейчас попробую. Ну, вот, чуть-чуть поменьше ключик, немного снизу, и я уже могу крутить это. Отлично. Еще немного двигается. Отлично. Окей, осталось это. Вчера я подготовил трубы, буду ставить здесь термосифон. Ну и все, последнее осталось приготовление. Крючки повесил. И надо поставить эти штуки для крепления кранов.
Забыл. Видите? Забыл. Не все так тут просто. Окей. Потом вот это. А дальше уже кран. В общем, вот так у меня получилось. Не знаю. Сикость-накость где-то. И пошли наверх. Ну и осталось поставить короб такой, что-то подрезать, что-то зашпаклевать. Я его поставил, но потом придется снять, доделать стену. Термосифон теплый, все работает, ничего не булькает. Наконец-то. Я вам даже не представляете, какая-то серьезная проблема была в этой квартире, что не было в этой зоне отопления. Говорю, что здесь окно холодное, стена холодная. Холодно. Где у нас следующий термосифон? Как вы думаете, дойдет оттуда тепло? Ему свое есть, что отапливать здесь в этом углу. Все, хватит на сегодня. Победа, еще одна.